Я прижал Рекса к себе, ощущая его тепло в последний раз. Мое сердце было тяжелым от предстоящего прощания. Его глаза, некогда яркие и полные жизни, потускнели с возрастом и болезнью, но все еще хранили знакомое доверие. 12 лет верности, дружбы и безусловной любви привели нас к этому трудному моменту. Ветеринар был готов со шприцем, и я пытался удержать себя в руках, зная, что скоро мне придется попрощаться с моим лучшим другом. Но когда ветеринар подошел, его выражение вдруг изменилось. Он замешкался, глядя на Рекса с недоумением. «Это странно», – пробормотал он почти сам себе. На мгновение мою печаль прервала волна неопределенности. Что могло показаться странным в такой момент? «Что случилось?» – спросил я. Голос едва сдерживался. Ветеринар не сразу ответил. Вместо этого он быстро проверил медицинские записи Рекса, перелистывая страницы с сосредоточенной интенсивностью. Комната, наполненная тихой, мрачной атмосферой, сейчас кипела невыразимым напряжением. Но прежде чем мы продолжим, нажмите на кнопку «Мне нравится», подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши будущие истории. Я наблюдал, как ветеринар просматривал записи, время от времени бросая взгляды на Рекса. В моем уме крутились мысли. Что могло его заставить замедлиться? Я приготовился к худшему, и сейчас здесь стоял, столкнувшись с чем-то неожиданным. Через несколько мгновений он поднял голову. На его лице все еще сохранялось недоумение. «Мне нужно задать несколько вопросов», — сказал он осторожно. «Вы заметили изменения в поведении Рекса в последнее время? Он стал по-другому есть или вести себя необычно?» Его тон был настойчивым, почти как будто он хватался за соломинку. Я объяснил, что Рекс стал замедляться за последние несколько месяцев, ест меньше и слабеет, несмотря на наши многочисленные визиты к ветеринару. Каждый визит заканчивался однотипным мрачным прогнозом: улучшения не будет, только постепенное ухудшение. Но вот мы здесь, и ветеринар вел себя так, будто пропустил что-то важное. Он продолжал задавать вопросы, каждый раз становясь все более конкретным. Он стал более чувствительным к звукам, испытывает трудности при ходьбе, предпочитает одну сторону. Я отвечал, как мог, сбитый с толку внезапной атаки вопросов. Он слушал внимательно, его брови нахмурены, прежде чем извиниться и пойти поговорить с коллегой. Я посмотрел на Рекса, его уставшие глаза все еще смотрели на меня. Он был спокоен, как будто не подозревал о эмоциональных бурях вокруг нас. Я уже готовился отпустить его, закончить его страдания, а теперь все казалось неопределенным. Я слышал, как ветеринар и его ассистентка тихо разговаривали на другом конце комнаты. Их голоса были тихими, но серьезными. Несколько минут спустя ветеринар вернулся, на этот раз с небольшим устройством в руках. «Я бы хотел сделать быстрый скан», — сказал он. «Нам нужно проверить кое-что». Я согласился, хотя понятия не имел, что они ищут. Сканирование было коротким, и пока они проверяли результаты, я искал на их лицах хоть какой-то знак, хоть какую-то подсказку о происходящем. Ветеринар вышел, чтобы сделать звонок. Я повернулся к ассистентке, отчаянно желая ответов. «Что происходит?» — спросил я. Она мягко улыбнулась, но ее глаза были настороженными. «Мы просто стараемся тщательно подойти к делу», — сказала она. «Есть несколько вещей, которые не совсем сходятся, и мы хотим убедиться, что ничего не упускаем». Эти слова не слишком успокаивали мою тревогу. Я провел последние месяцы, наблюдая, как здоровье Рекса ухудшается, готовясь к этому болезненному прощанию. Мы пытались все, чтобы помочь ему, но ничего не сработало. Теперь, когда я готовился сказать «прощай», я оказался в непредсказуемой ситуации, с искоркой надежды, смешанной со страхом. Ветеринар вернулся, с ним была специалист по имени доктор Уоллес. Она представилась с теплой улыбкой, хотя ее глаза выдали беспокойство. «Я была в курсе ситуации с Рексом», — сказала она, присаживаясь напротив меня.
И должна признаться, его случай довольно необычен. Снова это слово «необычен». Оно вызвало мурашки по моему позвоночнику. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. Голос едва шел шепотом. Доктор Уоллес объяснила, что некоторые недавние анализы Рекса не соответствуют симптомам, которые он проявлял. «Данные указывают на две противоречащие друг другу вещи», — сказала она. «С одной стороны, мы видим признаки прогрессирующего ухудшения, согласующиеся с вашим описанием, но с другой стороны, есть маркеры, указывающие на то, что его организм пытается исцелиться, почти как спонтанное выздоровление». Я был поражен. У Рекса не было никаких признаков улучшения. Если честно, он лишь угасал. «Это вообще возможно?» – спросил я. Доктор Уоллес медленно кивнула. «Это редкость, но не невиданная. Иногда организм может проявлять странные реакции, когда есть скрытое состояние, которое не было должным образом определено. Нам нужно провести дальнейшие обследования». Остаток того дня казался сюрреалистичным. То, что должно было стать трагическим прощанием, превратилось в вихрь медицинских тестов и консультаций. Я наблюдал, как доктор Уоллес и ветеринар проверяли сканы Рекса, бесконечно сверяя данные. Я слышал термины, такие как аутоиммунное расстройство, эндокринный дисбаланс и аномальное восстановление, и ничего из этого мне не было понятно. Доктор Уоллес спросила, есть ли что-то в истории Рекса, что могло бы это объяснить. Я пытался вспомнить каждый визит, каждое лечение. И потом меня осенило. Много лет назад у Рекса была аномалия в анализах крови, которая на тот момент была отвергнута ветеринаром как несущественная. «Есть кое-что», — сказал я, вспоминая старое письмо о происшествии. Я показал его доктору Уоллес, и она внимательно прочитала. «Это могло стать ключевой деталью», — сказала она. Ее выражение стало задумчивым. Она сразу начала проводить перекрестную ссылку недавних данных Рекса с этим старым отчетом, и ее настроение изменилось с озадаченного на сосредоточенное. «Нам нужно разобраться с этим подробнее», — сказала она, звуча более решительно, чем когда-либо. В следующие несколько дней клиника стала центром активности вокруг Рекса. Я ожидал финального тихого прощания, а вместо этого мы оказались в поисках истины о том, что действительно происходило. Персонал, подготовленный подбодрить меня в горе, теперь смотрел на Рекса с любопытством и надеждой. Каждый новый тест вызывал все больше вопросов, и каждая новая подсказка, казалось, добавляла еще одну деталь к все более сложной головоломке. Доктор Уоллес возглавила расследование, консультируясь со специалистами в разных областях. «Мы видим признаки необычной иммунной реакции», — объяснила она мне однажды вечером. «Возможно, у Рекса редкое состояние, при котором его иммунная система атакует саму себя, но также пытается репейр повреждения, что приводит к этим противоречащим симптомам». Я не полностью понимал медицинские термины, но чувствовал, что она не хочет остановиться, пока не найдет ответы. Тем временем Рекс начал показывать небольшие, но заметные изменения. Он все еще был слаб, но были моменты, когда он казался более внимательным. Он поднимал голову, нюхал воздух и даже немного вилял хвостом. Это были крошечные знаки, едва ощутимые, но для меня они были огромны. «Кажется, его тело борется», — сказала доктор Уоллес. «Он еще не выбрался из мук, но есть шанс». Я проводил часы рядом с Рексом, разговаривая с ним, гладя его и надеясь на чудо. Странно было переходить от подготовки к его последним моментам к тому, чтобы наблюдать, как он показывает признаки жизни. Делать это было нелегко, но я начал смело надеяться, даже если это было лишь немного. Расследование затянулось на несколько дней, и, наконец, доктор Уоллес пригласила меня в свой офис. У нее в руках был файл, и по выражению ее лица я понял, что у нее есть новости. «Мы выяснили, что происходит», — сказала она, глубоко вздыхая. «У Рекса редкое аутоиммунное заболевание.
которое заставляет его организм атаковать сам себя, но это также провоцирует реакции, когда его иммунная система пытается лечить повреждения. Вот почему мы видели эти смешанные симптомы. Она объяснила, что хотя состояние и серьезное, его можно контролировать с помощью правильного лечения. «Это не будет легко», — предупредила она с осторожным, но надеждой звучанием. «Рексу потребуется регулярный мониторинг и лекарства, но я верю, что сможем обеспечить ему хорошее качество жизни». Я почувствовал смесь облегчения и недоумения. После подготовки к тому, чтобы его потерять, теперь мне говорили, что есть надежда, что Рекс все еще может провести со мной больше времени. «Спасибо», — прошептал я, глаза мои заполнились слезами. Я смог сказать только это. Когда я покидал клинику в тот день, Рекс шел рядом со мной, его движения были медленными, но уверенными. Его глаза стали ярче, чем за несколько недель, и его хвост слегка вилял. Это было немного, но больше того, на что я осмеливался надеяться. Я знал, что впереди возникнут трудности, но я был готов к ним, как и Рекс, присутствуя рядом со мной все эти годы. То, что начиналось как душераздирающее прощание, превратилось в неожиданное новое начало. Мы еще не выбрались из всех трудностей, но наш путь был заведомо уложен, и мы будем двигаться по нему вместе. 12 лет Рекс был моим верным спутником, и теперь мой черед бороться за него, дать ему максимальные шансы. Путешествие Рекса еще не окончено. Оно будет непростым, но оно все еще продолжается, и это было главное. Когда мы ехали домой, я понял, что самой трудной частью было не прощание, а смелость надеяться на то, что у нас будет немного больше времени. И теперь, с вновь разожженной надеждой, я был готов ценить каждое мгновение, каждый взмах его хвоста, пока у нас будет время вместе. Состояние Рекса напоминало, что жизнь непредсказуема, что надежда может возникнуть даже в самые темные времена. Мы переживали неудачи, моменты, когда я боялся, что мы вернемся к началу, но продолжали двигаться вперед. Каждый день был подарком, и я знал, что пока Рекс рядом со мной, мы можем справиться с любыми трудностями. И так наше путешествие продолжалось, не так, как я ожидал, но в том направлении, которое заставляло меня ценить каждое мгновение глубже, чем раньше. Дело больше не было в том, чтобы просто выжить. Это стало праздником времени, которое у нас есть, каким бы оно ни было. И за это я был бесконечно благодарен.